Сегодня AI-чатами никого уже не удивишь. Мы можем задавать вопросы, получать объяснения, писать тексты, генерировать код и решать множество повседневных задач. Но есть одна важная проблема. Любая языковая модель отвечает либо на основе данных, на которые она была обучена, либо используя информацию, которую можно найти в интернете. Для большинства задач этого вполне достаточно. Ну а что делать, если мы хотим получать ответы на основе наших собственных данных? Например, у нас есть документы, инструкции, проекты, какие-то страховые полисы, техническая документация. Конечно, можно каждый раз вручную загружать нужный PDF-файл в чат и просить модель его проанализировать. Но когда документов сотни или даже тысячи, такой подход становится просто неудобным. Особенно если часть информации хранится не в PDF, а, например, в текстовом файле, Markdown файле, просто какая-то документация к проекту или какой-то файл находится где-то на вашем компьютере, либо на сервере. Именно здесь на помощь нам приходит технология RAG – Retrieval Augmented Generation. Если говорить простыми словами, она позволяет связать языковую модель с вашими источниками данных. В нашем случае такими источниками будут документы и файлы. После настройки мы сможем задавать вопросы обычным языком. Например, покажи все счета за 2025 год, подготовь краткий обзор документации проекта, найди информацию по определенному сервису или скрипту, ну и так далее. Примеров очень много, все зависит от вашего use case. И самое важное, это все без необходимости вручную искать нужный файл. Нам система будет показывать ту информацию, которую мы запросили, и также будет давать ссылку на тот файл, в котором она нашла эту информацию. Есть также еще один важный момент. Многие не хотят загружать свои личные документы в облачные сервисы и передавать их сторонним компаниям для анализа. Поэтому мы построим такую систему полностью локально на собственном компьютере. И данная система полностью open source и бесплатная. В одном из предыдущих видео мы уже рассматривали DMS-систему, а именно связку Paperless Nginx с Paperless AI. Это отличное решение для работы с документами, но на практике у нас есть и другие данные. Markdown файлы, инструкции, заметки, документации к приложениям, различные конфигурации и другие рабочие материалы, которые обычно не попадают в DMS-систему и просто лежат в различных каталогах на компьютере либо на сервере. И здесь я должен честно признаться, несмотря на то, что я уже давно пытаюсь полностью перейти от классического хранения документов по директориям к полноценной DMS-системе, у меня это до сих пор не получилось. После сканирования либо скачивания документов я все так же продолжаю сортировать их по папкам и каталогам. Более того, большая часть технической документации, заметок, инструкций вообще никогда не попадает в DMS и хранится в обычной файловой структуре. Именно для таких задач нам подойдет Anything LLM. Это удобная RAG-платформа, которая позволяет нам объединить языковую модель с нашими собственными данными. Одним из ее главных преимуществ является возможность работы не только с отдельными документами, но и с целыми директориями. Благодаря этому нам не придется менять привычную структуру хранения данных или переносить все в отдельную систему. И для начала давайте посмотрим, как это все выглядит на практике. А затем шаг за шагом посмотрим все компоненты, которые нам необходимы, и разберем настройку всей системы. Вот так выглядит окно Anything LLM. В принципе, ничем не отличается от других AI-чатов. Здесь именно фишка в настройках. Это мы посмотрим немножко позже. И давайте посмотрим, как это работает. У меня есть тестовая директория с различными документами. Здесь тестовые документы, просто скачаны с интернета, либо туториалы какие-нибудь, либо информация о устройствах. Это не важно. И давайте сделаем несколько тестовых запросов. Давайте откроем какой-то документ. Вот, допустим, Usenix. Это какой-то тестовый документ PDF. Но неважно. Давайте сделаем такой запрос. Найди документ Usenix и напиши коротко информацию, которая находится в нем. Мы нашли данный документ, и нам сейчас показывается информация, которая в нем находится. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь другое. Допустим, зайдем в новости, и у нас есть Prince, какой-то каталог. Давайте сделаем новый thread, так как новый запрос, и попросим ему найти всю информацию о Prince.
Да, и он нашел нам документ, который относится к принципу, который мы искали. Отлично. Также у нас есть довольно-таки много различных счетов. В принципе, можем один открыть какой-нибудь. И вот пример счета на $950, который был выписан 2016 года. Давайте сделаем теперь такой запрос, чтобы он нашел все счета, которые были выписаны в 2016 году. Также у нас сейчас показывает, что происходит с данной системой, что он сейчас делает. И у нас есть два документа, вернее, два счета, которые были выписаны в 2016 году. Давайте теперь сделаем такой запрос, чтобы он нам отобразил все счета, которые он найдет у нас в директориях, и чтобы информация нам выдавалась в таком формате. Сначала стоит дата, потом имя компании, а потом сумма, которая указана в выписанном счете. И вот теперь он нашел информацию о наших счетах. У меня есть информация, вернее, гайды по Ubiquiti различные. Давайте скажем, найди в гайдах все документы, которые относятся к Ubiquiti либо Unify. Мы нашли всю информацию, в общем, все документы. Можно даже спросить, чтобы он сравнил нам эти все параметры. Но давайте сделаем кое-что другое. У меня также есть пример одного Docker Compose файла. Он выглядит таким образом. У нас здесь есть параметры environment, пароль по умолчанию. И давайте сделаем такой запрос, чтобы наша программа нашла, отобразила этот пароль. Допустим, мы его просто забыли. У нас работает Docker контейнер с программой Gotify, и нам нужен пароль по умолчанию, который мы указывали. Давайте скажем, ищи в моих документах. Также не нашел. Еще раз более уточняем. Да, и вот он теперь нашел наш пароль. Да, в общем, в некоторых случаях нужно указывать более детально ваши запросы, чтобы он понимал, что вы от него именно хотите. Но для этого также есть определенная настройка. Я до того, как записать, я тестировал данный запрос также. Он мне выдавал с первого раза результат. И теперь коротко давайте посмотрим, что нам нужно установить, чтобы у нас все работало локально. Ну и в первую очередь, что нам нужно, это, собственно, программа Anything LLM, которая и делает связку между всеми компонентами. И сейчас коротко о компонентах, которые нам нужно будет также установить, либо которые сразу же идут с данной программой. В первую очередь, это LLM-модель. Это языковая модель, которая будет и отвечать на наши вопросы. В качестве LLM-модели мы можем использовать как публичные провайдеры, например, OpenAI, Gemini, Claude, и также локальные, например, можно взять просто Llama. Именно эта модель отвечает за генерацию ответов. Следующий компонент – это Embeddings модель. Это специальная модель, которая преобразовывает документы в векторное представление. Благодаря этому система сможет понимать смысл текста, который мы запрашиваем, и сможет находить релевантные документы даже без точного совпадения слов. И, соответственно, Embeddings модель записывает векторное представление наших данных в векторную базу данных. По умолчанию Anything LLM может использовать LansDB, Chroma, Qdrant, ну еще несколько других. И одно из самых важных, почему мы хотим использовать данную систему, это источник данных, с которым и будет работать данная система. Это могут быть, как я уже говорил, локальные директории, PDF-файлы, различная Markdown документация, текстовые файлы, также GitHub репозитории. Мы также сможем подключать документ-менеджмент систему, например, Paperless, NGX. Ну и также мы сможем подключать облачное хранилище. В настройках мы посмотрим немножко позже. Ну и самое главное, почему именно хорошо использовать данную систему, все мы сможем запускать локально на своем компьютере без подключения к каким-либо клауд-провайдерам. Итак, давайте сейчас все установим и настроим. В первую очередь нам нужно установить Llama. Заходим на сайт Llama и скачиваем. В моем случае для Windows. И пока идет установка, очень важная вещь, нам нужно выбрать модель, с которой мы будем работать. Все зависит от того, насколько много у вас есть ресурсов. Для видео я возьму сейчас какую-то маленькую модель, но сразу хочу сказать, чтобы у вас все корректно работало под ваш язык, под ваши документы. Нужно попробовать будет как минимум 3, 5, может быть 10 разных моделей. Не каждая модель будет хорошо справляться с данными задачами. Давайте для видео возьмем маленькую модель
qwen3.5. Ну, давайте на 2,7 гигабайта. Возьмем вот эту вот. Так, и видите, Llama у нас уже запустилась. Теперь скачаем модель и напишем маленький промпт. Не обязательно что-то важное, просто hello, для того, чтобы мы запустили скачивание нашей модели. И сразу перейдем в настройки и включим Expose Llama to Network, чтобы наш Anything LLM смог подключаться к нашей Llama. Да, мы Firewall включаем. Посмотрим, достаточно ли этого. Возможно, нам нужно будет добавить переменные в Windows окружении. Но это мы увидим потом, когда мы запустим Anything LLM. Пока у нас идет загрузка модели, мы можем теперь скачать Anything LLM. Также на сайте нажимаем «Скачать для Desktop». Выбираем Windows 64. ARM – очень интересная штука. Я думаю, в будущем будут интересные видео на эту тему. Можем сразу устанавливать наш Anything. И все. Установка у нас завершится через пару секунд. И все, можем запускать Anything LLM. Все готово. Смотрим, у нас Llama также работает. Все, нажимаем Get Started. Теперь нам нужно выбрать модель. Нажимаем сделать все вручную. Мы выберем Llama локальную. У нас сразу определяется модель, которая скачана. То есть у нас все работает сразу же. Нам нужно было только в Llama установить галочку, чтобы Llama была доступна по сети, которую мы вот здесь сделали. Так, нажимаем далее. Embedding. У нас Anything LLM Embedded. Оставляем по умолчанию. И векторная база данных также оставляем по умолчанию. Здесь будут храниться наши векторы к нашим документам. Далее. Ну, отлично. Все, мы можем, в принципе, работать с нашим Anything LLM. Посмотрим, работает ли наш запрос вообще. Отлично. Теперь мы хотим работать с нашим документом. Что нам для этого нужно сделать? Итак, посмотрим, какие у меня документы здесь вообще есть. И теперь для того, чтобы мы могли работать с нашими документами, у нас есть два способа. Первый способ – это просто закидывать их в наш workspace. То есть там, где мы работаем. Выбираем здесь документ любой. Вот он появился. И мы можем теперь его перекинуть в наш workspace. И все, мы теперь можем ставить запросы к нашему документу. Также очень интересная вещь. Мы можем подключить данные с других сервисов. Data Connections. У нас есть GitHub, GitLab. Также очень хорошо, что мы можем подключать сразу же Obsidian и Paperless. Я думаю, с этим понятно. Но мы хотим, чтобы мы работали с директориями динамически. Мы не хотим каждый раз забрасывать документы в Workspace. И это фишка Anything LLM, что он может индексировать ваши документы в реальном времени. Конечно, это не сразу не так, что вы забросили 100 документов и сразу же можете к ним отправлять запросы. Нет, для этого нужно небольшое время, но тем не менее вам не нужно больше ничего делать. Вы указываете директорию и все, Anything LLM работает. Как это сделать? Мы заходим в общие настройки. Здесь у нас очень много разных настроек. Мы посмотрим только один пункт. Сейчас он находится в пункте Agent Skills. И у нас здесь есть файл System Access. По умолчанию он выключен. Также нам говорит, что нужно быть аккуратным с доступом к вашим файлам, так как агент может удалить либо изменить ваши данные. Но здесь также есть одно «но». Мы можем указать, что мы разрешаем агенту делать. Итак, по умолчанию у нас есть считывание файлов, просмотр директорий, поиск файлов. И также у нас есть Write Actions. Это с чем нужно быть аккуратным. Мы не хотим, чтобы наш агент записывал новые файлы, их изменял, создавал директории, копировал файлы и переименовывал, либо перемещал. Если вы протестировали и все у вас работает, также в любом случае, если работает сегодня, завтра, послезавтра, это не значит, что будет также работать постоянно. С этим нужно быть очень аккуратным, с тем, чтобы агент мог изменять ваши файлы. Возможно, вы поставите какой-то вопрос, который будет интерпретирован немножко по-другому, и все, вы можете просто уничтожить ваши файлы. Поэтому с этим очень аккуратно. Итак, мы даем разрешение только на считывание директорий. И у нас есть теперь вкладка Permissions, разрешение.
Здесь мы должны указать ту директорию, которой мы даем разрешение. У нас открывается по умолчанию Documents. В принципе, сюда мы это и хотим сделать. Готово. И нажимаем Save. Готово. И поскольку мы здесь, у нас также есть здесь менюшки по митинг-ассистенту и десктоп-ассистенту. Это, если вам нужно, также можете включить. Мы вернулись к нашему workspace и теперь можем попробовать задать ему небольшой вопрос по поводу наших документов. Напомню, что мы скачали модель очень маленькую, которая, возможно, будет неправильно интерпретировать ваши вопросы. Давайте попросим написать все имена файлов и директорий, которые видит AnythingLM. Так, мы видим, что у нас найдено 32 файла. И вот список наших файлов. Да, формат можно подкорректировать, но тем не менее он находит все файлы, которые нам нужны. Да, это заняло, конечно, 4 минуты, 3 минуты, но тем не менее у нас все было найдено. И на этом все. Вот так работает AnythingLM. Вы можете легко установить все локально, не боясь о том, что ваши документы попадут в публичный доступ, либо на какому-то клауд-провайдеру. Все работает локально. Вы можете безопасно работать с вашими документами, их анализировать. И таким образом вы ускорите работу. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.